Здравствуйте! В предыдущем видео мы с вами вязали вот такой цветочный мотив. Ссылку на этот урок я оставлю в правом верхнем углу и в описании к этому видео. В этом же уроке я хочу показать, каким образом на основе такого цветочного мотива можно связать квадратный мотив и соединять такие мотивы между собой. Для работы я использую нитки Виолет и Maxi Melange, крючок номер 1,25. Вот наш цветочный мотив из предыдущего видео. Я взяла нить зеленого меланжа, сделала начальную петлю и теперь смотрю. Вот у меня арка из 6 воздушных петель, и под нее я провязывала 9 столбиков с одним накидом. Берем крючок, вводим его во второй столбик, вот первый пропускаем, во второй столбик, вершинку, за обе полупетли и протягиваем начальную петлю нити зеленого цвета. Вяжем одну воздушную петлю подъема и далее в этот же столбик провязываем столбик без накида. Вяжем 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 2 вершины столбиков предыдущего ряда и вершину третьего столбика за обе полупетли вяжем столбик без накида. Снова вяжем 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 2 вершины столбиков предыдущего ряда, вершину следующего третьего столбика вяжем столбик без накида. Далее снова провязываем 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5. Вот у нас следующий лепесток из 9 столбиков с одним накидом. Первый пропускаем, вершину второго столбика вяжем столбик без накида. 5 воздушных петель. Снова пропускаем 2 вершинки на этом лепестке и в третью вяжем столбик без накида. 5 воздушных петель. Пропускаем 2 вершины столбиков предыдущего ряда и в следующий вяжем столбик без накида. Далее снова повторяем. Вяжем 5 воздушных петель. Вот следующий лепесток из 9 столбиков с одним накидом. Мы находим вершинку второго столбика и за обе полупетли вяжем столбик без накида. Снова вяжем 5 воздушных петель. Пропускаем 2 вершины столбиков предыдущего ряда и вяжем следующий столбик без накида. Снова 5 воздушных петель. Пропустив вершины 2 столбиков, в третий вяжем столбик без накида. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем ряд. Нам осталось провязать еще одну арку из 5 воздушных петель, но мы разделим ее на 2 воздушные петли и столбик с одним накидом и вершину первого столбика без накида в начале ряда. Закончили ряд. Далее вяжем одну воздушную петлю подъема и под этот только что провязанный столбик вяжем столбик без накида. 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5. Под следующую арочку вяжем столбик без накида. Снова провязываем 5 воздушных петель, 3, 4, 5. Под следующую арку предыдущего ряда вяжем столбик без накида. Снова вяжем 5 воздушных петель, 2, 3, 4, 5. И под эту же арочку, под которую только что связали столбик без накида, вяжем 3 столбика с 3 накидами, не довязывая их. Делаем 3 накида на крючок. Вводим крючок под эту же арку, протягиваем нить и провязываем 2 петли, 2, 2. Снова делаем 3 накида на крючок. Под эту же арочку вяжем второй столбик с 3 накидами, не довязывая его. 2 петли, 2, 2. Снова под эту же арочку вяжем третий столбик с 3 накидами, не довязывая его. Провязали.
Далее под следующую арку из 5 воздушных петель вяжем 3 столбика с 3 накидами, тоже их не довязываем. 3 накида, провязываем первый столбик, снова 3 накида, провязываем под эту арочку второй столбик, 3 накида и под эту же арку вяжем третий столбик с 3 накидами. Все наши столбики не довязаны. Под следующую арку из 5 воздушных петель мы снова вяжем 3 столбика с 3 накидами и не довязываем их. Первый столбик, второй столбик и третий столбик. Сейчас у нас на крючке, вот давайте посчитаем. 2, 4, 6, 8, 10 петель. Провязываем их вместе за один прием. И вяжем 5 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. В первую воздушную петлю цепочки провязываем соединительный столбик. Далее вяжем 5 воздушных петель. И под арку, куда уже связали вот эти вот последние 3 столбика с 3 накидами, мы вяжем столбик без накида. Вот что получилось. Далее вяжем 5 воздушных петель. Под следующую арочку вяжем столбик без накида. Снова 5 воздушных петель. Под следующую арку вяжем столбик без накида. 5 воздушных петель. Под следующую арочку вяжем столбик без накида. И снова 5 воздушных петель. И под следующую арку вяжем столбик без накида. Провязали 4 арки из 5 воздушных петель. И теперь снова вяжем вот такой вот элемент вот в эти арочки. Элемент из вот этих 9 столбиков с 3 накидами с общей вершиной и пико на вершине. Провязали элемент из 9 столбиков с 3 накидами с общей вершиной. Далее снова провяжем с вами 4 арочки из 5 воздушных петель. Вот сюда вот в уголок провяжем такой же элемент, будет здесь. Далее снова 4 арочки из 5 воздушных петель. И вот в этот уголочек провяжем вот такой же элемент. И закончим наш ряд еще 2 арками из 5 воздушных петель. И соединительным столбиком вот сюда в первый столбик без накида. Заканчиваем вязание нашего мотива. Вот провязали элемент из 9 столбиков с 3 накидами, 1 арка из 5 воздушных петель, снова 5 воздушных петель и заканчиваем ряд, провязывая соединительный столбик в первый столбик без накида. Закрепляем петельку, обрезаем ниточку и хвостик прячем в мотив. Вот такой мотивчик у нас получился. А сейчас покажу, каким образом соединять такие мотивы между собой в единое полотно. Вот я уже соединила между собой 3 мотива. И сейчас вот в это место буду присоединять следующий мотив. Следующий мотив присоединяться будет у меня по 2 сторонам. Первая сторона и вторая сторона. Места соединения мотивов – это вот эти пико из 5 воздушных петель и арки из 5 воздушных петель. То есть сейчас первое место присоединения у меня будет вот это пико из 5 воздушных петель, далее 4 арки из 5 воздушных петель, снова пико, снова 4 арки из 5 воздушных петель и пико. На этом присоединение к соседним мотивам я заканчиваю. Я вяжу следующий мотив. Провязала вот один уголок из вот этих 9 столбиков с 3 накидами, 4 арочки из 5 воздушных петель, следующий элемент из 9 столбиков с 3 накидами. И теперь на вершине этого элемента
мне нужно вязать пико из 5 воздушных петель, к которым я буду присоединяться вот к этому вот пико. Итак, вяжу 2 воздушные петли, вытягиваю крючок из этой петельки, поворачиваю мотивы, чтобы мне было удобно присоединять. Вот первое место присоединения. Прямо в центр этого пико я ввожу крючок. Вот так вот. Захватываю петельку мотива, который вяжу. И довязываю свое пико. Вяжу еще 3 воздушные петли. Далее провязываю соединительный столбик в первую воздушную петлю. Вяжу 5 воздушных петель. Под эту же арочку мотива, который я вяжу еще столбик без накида. Далее у меня идут арки из 5 воздушных петель. Я делю их на 2 воздушные петли, вытягиваю крючок из петли, смотрю, вот моя арка на противоположном мотиве. Нахожу центральную петельку этой арочки, ввожу в нее крючок, захватываю петлю мотива, который вяжу, протягиваю сквозь эту петлю, довязываю свою арку, вяжу еще 3 воздушные петли. Под следующую арочку я вяжу столбик без накида. Снова вяжу 2 воздушные петли. Это следующая арка из 5 воздушных петель. Вытягиваю крючок из петли. На следующей арочке противоположного мотива нахожу центральную воздушную петлю и протягиваю через нее петлю мотива, который вяжу. Довязываю свою арку, вяжу еще 3 воздушные петли. Под следующую арочку вяжу столбик без накида. Снова 2 воздушные петли. Вытягиваю крючок. Смотрю, вот моя следующая арка. Я нахожу на ней центральную воздушную петлю, захватываю петельку мотива, который вяжу, протягиваю и довязываю свою арочку, вяжу еще 3 воздушные петли. Под следующую арку провязываю столбик без накида. Следующая арочка, 2 воздушные петли, вытягиваю крючок. И вот, смотрю, следующая арка соседнего мотива, нахожу здесь центральную петлю и протягиваю эту петельку сквозь эту петлю. Довязываю арку, 3 воздушные петли и столбик без накида под следующую арочку. Теперь я провяжу точно вот такой вот элемент из 9 столбиков с 3 накидами. Провязала 5 воздушных петель и 9 столбиков с 3 накидами недовязанных. Все петли провязываю вместе. И теперь у меня на вершине снова пико из 5 воздушных петель. Я вяжу 2 воздушные петли, вытягиваю крючок из петельки. И вот здесь у меня уже соединены вот эти вот 3 мотива за вот эти пико из 5 воздушных петель. Сюда в центр я прокалываю крючком, захватываю петлю мотива, который вяжу, протягиваю и довязываю пико из 5 воздушных петель. Вяжу еще 3 воздушные петли. В первую воздушную петлю провязываю соединительный столбик. Вот таким образом. Далее вяжу 5 воздушных петель. 3, 4, 5. И под эту же арочку провязываю столбик без накида. Далее снова у меня идут 4 арки из 5 воздушных петель. И за них я буду присоединяться точно так же, как я вот здесь присоединялась. 2 воздушные петли. Присоединяюсь к следующей арочке. Три воздушные петли. Под следующую арку вяжу столбик без накида. Снова 2 воздушные петли. Присоединяюсь к следующей арке соседнего мотива. Три воздушные петли. Столбик без накида под следующую арочку. Снова 2 воздушные петли. Присоединяюсь к следующей арке.
3 воздушные петли. Под следующую арку вяжу столбик без накида. Снова 2 воздушные петли. Присоединяюсь к соседнему мотиву за арочку из 5 воздушных петель. Довязываю арку, 3 воздушные петли и столбик без накида под следующую арочку. Далее снова провязываю вот такой вот элемент вот здесь вот из 9 столбиков с 3 накидами. Провязала. Далее у меня снова идет пико из 5 воздушных петель. Провязываю 2 воздушные петли и соединяюсь за пико с соседним мотивом. Довязываю пико, вяжу еще 3 воздушные петли, соединительный столбик в первую воздушную петлю, 5 воздушных петель. Под эту же арочку вяжу столбик без накида. И далее довязываю еще 2 арки из 5 воздушных петель, уже никуда не присоединяясь. То есть по двум сторонам я уже присоединила мотивы. 3, 4, 5. Под следующую арку вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. И вот сюда вот в вершину первого столбика без накида вяжем соединительный столбик. Закрепляем петельку, обрезаем нить и хвостик прячем в мотив. Вот так мотивы соединяются между собой. И вот так вот выглядят места их соединения. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.